Я даже не буду у вас спрашивать, правда это или нет, потому что ответом скорее всего будет да. Наверняка у вас было такое, что вы долго знали о существовании какого-нибудь фильма, сериала, игры или книги, но не придавали этому особого значения и как-то все откладывали на потом. А затем что-то подталкивало вас наконец с этим познакомиться, и вы начинали с удивлением спрашивать себя о том, какого черта вы так долго это откладывали, потому что это же какую охрененную вещь вы все это время пропускали. Было, не выкручивайтесь. А даже если нет, наверняка однажды вы с таким столкнетесь. Как этим летом столкнулся я, наконец-таки ознакомившись с серией Ratchet & Clank. Очень много лет она была у меня на слуху, но я все время почему-то ее игнорил. Пока в прошлом году в честь ковида не начали бесплатно раздавать ремейк первой части для PlayStation 4, который я со словами «А чё нет, с меня не убудет» забрал себе в коллекцию, прошел. И мне понравилось гораздо больше, чем я предполагал. Мне было на удивление весело. И я решил, что однажды надо будет пройти остальные части серии. Вот только масштабы я немножечко так недооценил. И знаете, я даже рад. Практически все лето я провел, погружаясь в эту вселенную, и это было чертовски интересно. И даже глядя на более спорные моменты франшизы, хотя нет, не даже, а особенно глядя на них, я скажу, что Ratchet & Clank это одно из лучших моих открытий за последнее время. Стоило мне пройти оригинальную первую часть 2002 года, мне срочно надо было еще, а затем снова и снова. В итоге я окунулся в серию не просто с головой, а я даже не знаю с какими еще частями тела, и прошел буквально все основные части, от самой первой до Rift Apart, все спин-оффы, да, даже вот этот и этот, прочитал комикс, чем я обычно вообще не занимаюсь, и даже посмотрел полнометражный мультфильм, к сожалению или к счастью. А с чего это вдруг у меня такое необычно длинное вступление? Потому что я хочу рассказать вам все, хотите вы этого или нет. Ибо интересного здесь целая галактика, и я имею в виду не только сами игры. Так что добро пожаловать в полную ретроспективу серии Ratchet & Clank, а конкретно сегодня в беседу о том, как все начиналось, от самой первой части. И пока мы не начали, я по-быстрому сообщу три вещи. Раз, материалы о других играх все еще будут выходить во время производства этой ретроспективы, так что одним сплошным RNC я спамить вашу ленту подписок не буду, не волнуйтесь. Два, это же новый формат на канале. В будущем можно будет и другим классным франшизам посвящать такие большие проекты. У меня даже есть одна такая на примете, правда относительно нишевая и настолько огромная, что я пока вообще не представляю, как ее реализовать. Ну и три, пишите вообще, насколько вы хотите видеть подобного рода видео на канале, фидбэк был бы очень полезен. Вот теперь все, теперь про игру. Если кто не в курсе, что вообще такое Ratchet & Clank, это такой шутер-платформер с варьирующимся от игры к игре фокусом на одном из этих элементов, с примесями разных других жанров, от RPG до гонок и космошутеров, с упором на сюжет и в сеттинге далекого будущего в космосе, где мы путешествуем по разным галактикам, встречаем самых разных инопланетян и сражаемся со всякими суперзлодеями. Все это завернуто в мультяшную обертку и подано со здоровой такой дозой юмора, а сам сюжет, как и гласит название, в основном крутится вокруг приключений нашего основного дуэта. Ломбакса сорвиголовы по имени Ratchet и его робота-друга Кленка. И приправляется все это контекстом 2002 года, когда шутера от третьего лица в нынешнем понимании еще толком не было, и эта игра пыталась совместить шутер того времени с традиционными платформерами. На бумаге звучит интересно, согласитесь, и на практике это не менее весело, особенно благодаря тому, насколько простым оказывается сам геймплейный цикл. Мы прилетаем на какую-то планету, и у нас есть несколько миссий, которые нужно на ней выполнить. Для этого нам дается небольшая карта с несколькими путями. На одном мы будем прыгать по платформам, на другом больше сражаться с разными врагами, а иногда нам могут дать какую-нибудь головоломку, постановочную сцену или даже босс-файт. И каждое из этих состояний со временем эволюционирует. Для платформинга нам постоянно будут требоваться все новые и новые гаджеты, которые будут расширять возможности передвижения. И магнитные ботинки, которые позволяют ходить по железным поверхностям даже вверх ногами. И крюк-кошка, который и так понятно для чего нужен. И даже апгрейды для самого Кленка, который рюкзачком сидит на спине у Рэчета, то пропеллеры, то мини-джетпак, которые позволяют прыгать гораздо выше и дальше. Да и шутерная часть не отстает. Очевидно, со временем вам будут попадаться все более мощные враги, с которыми надо как-то разбираться, и помогать в этом будет постоянно расширяющийся арсенал. Из поверженных противников и практически любых объектов на уровне, что можно сломать, вываливается местная валюта, болты, не спрашивайте, которую как раз можно потратить на свежую пушку или боеприпасы к ней. А еще практически на каждом уровне есть секретные комнаты
моменты или даже целые пути, которые требуют особой наблюдательности, ловкости или определенного снаряжения, чтобы до них добраться. И обычно там прячутся какие-нибудь приятности, вроде комнат, полностью набитых ящиками с баблом, или золотых болтов, которые являются чем-то вроде второй валюты, которую позже можно выгодно потратить. В общих чертах это весь геймплей Ratchet & Clank. Просто и понятно. И в этой простоте кроется вся, так сказать, гениальность. Игра не грузит вас каким-то безумным количеством механик. Уже за первые минут 10-15 вы примерно знаете, как здесь в целом все работает. Но те механики, что в этой игре есть, во-первых, хорошо отточены, а во-вторых, имеют глубину за счет разнообразия и количества всяких ситуаций, в которые игра вас бросает, и инструментов, которые она дает, чтобы из этих ситуаций выходить. Те же пушки, к примеру, отличаются особой изобретательностью. Помимо чего-то стандартного, вроде простого автоматического бластера и многофункционального гаечного ключа, которым мы машем туда-сюда в ближнем бою, здесь есть много всякого веселого, вроде сосущей пушки, не я это придумал, которая засасывает в себя маленьких врагов, а потом стреляет ими куда вам захочется. Или еще одного грозного ствола, с помощью которого можно почти кого угодно превратить в курочку. Или перчатки, которые стреляют надувными двойниками Рэтчета, на которые все очень глупо ведутся, давая вам немного воздуха и шанс жахнуть всех отвлеченных недоброжелателей разом из чего-нибудь мощного. К примеру, из Райна, ракетницы, которая за один выстрел может ваншотнуть практически всех, кого вы видите на экране, которая стоит настолько дорого, что заполучить ее за одно прохождение практически невозможно, и мощность которой сделала ее незаконной, так что купить ее можно только на черном рынке. This thing is heavy! Yeah, try carrying it around in your trench coat for 2 months. Thank you, sir. We'll be sure to tell everyone about your services. Listen, you little twerp. If you tell anyone what you saw or what we talked about, Do I even have to say it? yous two have a nice day. Платформинг иногда разбавляется чем-то необычным. Как правило, управление в этой игре достаточно точное и отзывчивое, пусть и не без косяков, но есть пара случаев, когда вас заставляют кататься по льду, а у Рэтчета пушистые лапки. Стоит сделать один шаг вперед и остановиться уже сложно, а вам нужно за несколько секунд преодолеть зигзагообразный мост без барьеров и шириной аккурат в самого Рэтчета, или бороться с ветром, который сдувает вас со страшной силой, и при этом роботизированный рюкзачок, который мог бы резко вас ускорить в каком-то направлении, пришлось оставить на корабле. Ну или, например, как насчет ситуации, когда вы со всех ног несетесь по какой-то чрезмерно фигурной канализации, доверху набитой враждебными слизняками, пытаясь удрать от быстро поднимающейся воды. Не успеете вовремя все проплатформить, утонете и умрете насмерть. А несколько раз нам даже дадут погонять за Кленка, если нам нужно что-то сделать там, куда Рэтчет не может пройти. Его секции обычно куда более спокойные и больше похожи на головоломки, пусть и крайне примитивные. Основной геймплей здесь заключается в поиске и управлении другими маленькими роботами, гадже-ботами, которые могут помогать вам разбираться с большими врагами, давя на них количеством, или открывать двери, забегая в специальный замок. В этих секциях обычно нет ничего примечательного, но они способны разбавить уже привычный геймплей. К этой формуле Insomniac Games пришла практически сразу в контексте серии, почти ни одна из других частей от нее не отклоняется, что, впрочем, даже близко не значит, что играются они одинаково, но не без других идей во время разработки первой части, которая изначально не имела практически ничего общего с тем, что мы в итоге получили. Разработку не только первой части, но и вообще почти всей франшизы можно описать двумя словами: полная жуть. Но жуть жутко интересная. Весной 2000 года студия близилась к концу разработки своей последней Spyro и уже начала думать над своим первым проектом для PlayStation 2. Глава студии Тед Прайс и ее вице-президент по технологиям Эл Хестингс сильно настаивали на том, чтобы отойти от платформинга, ибо так можно и расширить горизонты, научившись чему-то новому и нацелившись на более взрослую аудиторию, и попытаться занять ниши на консольном рынке, на которые другие американские разработчики не обращали много внимания. Так родился проект под кодовым именем i5, пятая игра Insomniac, он же девочка с палкой. Почему? Ну, в главной роли, очевидно, была девушка, и у нее был посох, которым она могла и большим чудовищем по башке настучать, и магией что-нибудь наколдовать. Игра должна была быть более мрачной и реалистичной, чем то, что студия делала до этого, а платформинг дал дорогу чему-то вроде экшен-RPG, вдохновленной The Legend of Zelda и Tomb Raider, но с сильным влиянием культуры майя. Девочку с палкой предложили боссам американского подразделения Sony, и те дали зеленый свет, так что команда начала работать над игрой в полную силу.
но все шло вообще не так, как планировалось. То не могли определиться с дизайном самой главной героини, он был или слишком мультяшный, или слишком скучный. То не получалось написать достаточно крутой движок, даже при помощи Марка Церни, который ассистировал самой Sony при разработке PlayStation 2. Но хуже всего, в самой команде не было энтузиазма к проекту. Никому особо не было интересно над ним работать, а самому Прайсу было все сложнее поддерживать дух коллектива, будучи практически единственным, кто горел идеей. И это было видно. Когда наработки в очередной раз показали Sony, они сказали, что хоть результат и неплох, но и чего-то особенного в нем тоже нет, и Insomniac лучше бы вернуться к тому, в чем они хороши, пусть на этой игре сразу крест ставить не стали. Тед, Эл и его брат Брайан в итоге подумали и поняли, что Sony дело говорит, поэтому спустя примерно полгода мучений проект i5 был отменен, а команда начала с нуля. I just remember working on a map for i5 and I was making these little fine adjustments and I kept getting this creeping feeling that this was all pointless. So all these little minute things here and there, I was moving the enemy a little bit to the left and the project actually got cancelled that day. My sixth sense kicked in. На одном из собраний Брайан Хестингс произнес всего одно предложение. А не было бы круто играть за пришельца и его друга-робота, летать по разным планетам и собирать оружие и гаджеты? Уже всего через 2 недели был готов общий концепт того, чем в итоге стала Ratchet & Clank. Этого предложения оказалось достаточно, чтобы воодушевить команду. Было даже решено вернуться к экшен-платформингу, чему разработчики были очень рады. Но это была уже весна 2001-го, до релиза оставалось лишь 1,5 года, а в команде было всего 40 человек. Как у них все это получилось? В первую очередь игру нужно было технически на чем-то строить, но у ребят даже толком не было движка. И тут на помощь внезапно пришла студия Naughty Dog, которая тогда занималась первой частью Jack and Dexter, и предложила Insomniac поделиться своими наработками, в обмен на то, чтобы Insomniac делилась своими улучшениями позаимствованного кода, ну и может еще какими дополнениями, если есть желание. От такого предложения было просто невозможно отказаться. Ну они и не стали, и вот таким образом Ratchet & Clank быстро получила свой технический фундамент. Этот же движок в итоге использовался и улучшался во всех последующих частях эпохи PlayStation 2. Больше всего Insomniac интересовал механизм фонового рендеринга, который позволял очень быстро и плавно менять уровень детализации разных объектов. Это было очень важно для левел-дизайна, который задумывался для игры, потому что он подразумевал весьма немаленькую по меркам железа дистанцию прорисовки из-за повсеместных панорам, открывающих вид на весь уровень. Они вообще практически сразу стали фишкой всей серии. На каждой планете, где вы высаживаетесь, камера сначала всегда сидит на отдалении, открывая вам самый живописный пейзаж. А началось это всего с 2 технодемок, которые команда построила по наставлению Марка Церни, чтобы заработать зеленый свет для проекта. И сам левел-дизайн — это еще одна интересная вещь в этой игре. Технически она полностью линейная, но при этом она дает вам некоторую свободу в том, как вы ее проходите. На каждой планете у вас есть несколько миссий, которые вам нужно выполнить, и каждая из них требует от вас топать в разные части карты. А после завершения миссии вы почти сразу выходите к центру уровня, которым обычно является парковка вашего корабля, и потом идете оттуда в другую сторону. Вот так кольцуются почти все уровни в игре, и это действительно классный дизайн. После высадки вы можете идти куда хотите, никто вас не заставляет выполнять задания в определенной последовательности, а еще благодаря такой схеме очень сложно заблудиться даже на самых больших локациях. Но здесь кроется еще кое-что. Выполнение миссий всегда в той или иной степени продвигает сюжет, и время от времени открывает доступ к новым планетам. Очень часто у вас будет доступно сразу несколько новых планет, на которые вы можете улететь, и опять же у них нет заданного порядка, вы можете летать между планетами так, как вам заблагорассудится. Однако иногда вы будете натыкаться на места, в которые вы не можете пройти из-за того, что у вас нет определенного гаджета, и тогда чаще всего вам придется совершить некоторый бэктрекинг, вернувшись на уже посещенную планету. Растягивает ли это прохождение? Возможно, но зато это позволяет линейной игре выглядеть куда более свободной в том, как вы в нее играете, что, как по мне, лишь ей в плюс. И эту же логику унаследовали практически все последующие части. И, кстати, пока я здесь, все это хозяйство работало на PlayStation 2 при честных 60 кадрах в секунду, и даже загрузочные экраны были очень короткие, от силы секунд 10, все благодаря очень хитрому способу записи данных на диск. Конечно, наблюдаете вы не нативную версию PS2 и даже не HD переиздание для PS3 и Vita, а эмулятор. И это
пожалуй, лучший способ насладиться этой игрой. Можно даже с помощью патча добавить ей поддержку 16:9, при этом не ломая пол игры, как это делает ремастер, о чем я расскажу позже. Игра эмулируется почти идеально, мой компьютер без проблем тянет ее в разрешении 4К, и у него еще запаса мощности целая гора остается. На всякий случай, некоторые игры PS2 по-прежнему требуют мощного железа для эмуляции, но это не одна из них. И это все круто, конечно, но вот вопрос: зачем мы все это делаем? Скакать по разным планетам, творить всякие непотребства с плохими парнями, стреляющими в вас, и разносить в щепки тысячи ящиков с болтами, что, кстати, даже после десятков часов не надоедает, настолько приятно это ощущается. Это, конечно, круто, но должна же быть какая-то мотивация. И ее есть у меня. Рэчет – простой механик, живущий на захолустной планете Велдин, и он мечтает с нее побыстрее свалить, для чего он строит свой собственный космический корабль. Не хватает только специальной системы зажигания, без которой никуда улететь не получится. И внезапно прямо с неба падает именно эта система в лице маленького дефектного боевого робота, которому прям жуть как нужно найти местного супергероя Капитана Кворка, чтобы он помог спасти галактику от жуткого плана председателя Дрека. Тот зачем-то собирается уничтожать целые планеты, и если никто с этим ничего не будет делать, то станет, не очень хорошо. И этот исполнительный председатель Дрек просто лапочка, обожаю его. Он задал тенденцию: в каждой игре должен быть свой крутой злодей, хотя со следованием ей в дальнейшем будут кое-какие проблемы. И Дрек, на мой взгляд, прямо сразу вышел одним из лучших, во многом благодаря тому, насколько хорошо сочетаются его характер и общий тон игры. Она очень любит шутить над корпоративной культурой, капитализмом и устройством общества в целом. Escape transports? Newsflash, giant robots attacking! The escape transports are taking all the rich folks off this goddamn planet. So why aren't you on one? Socioeconomic disparity. What? He hasn't got enough bolts. Working people have to wait for Captain Quark to save us. Так, стоп. Уборщик. И Дрек эксплуатирует именно эти вещи. Он верховный исполнительный председатель компании Drek Industries, и у него, на первый взгляд, весьма благая цель. Родная планета его расы, Бларгов, оказалась настолько загрязнена, что жить на ней больше невозможно. И он, как истинный лидер, отправился искать новый дом своим людям. И, как настоящий интеллигент, даже уведомил об этом других. Только новый дом он собирается построить из кусков других планет, и говорит он об этом настолько изящно и корпоративно, что это просто идеально. So, what does this mean to you, you might ask? Using highly sophisticated technology, which you couldn't possibly understand, we will be extracting a large portion of your planet and adding it to our new one. Unfortunately, this change in mass will cause your planet to spin out of control and drift into the sun, where it will explode into a flaming ball of gas. But, of course, sacrifices must be made. Creepy. Yeah, because he's creepy. Who's he based on? He's, Is it based on someone at the publisher? You gotta remember, we were working on the lot at Universal, and so we were surrounded, Universal Studios, so we were surrounded by people that we assumed were movie executives and with the slick back hair and the sort of smarmy attitude. I never met any of them, but I just assumed they were somewhere in those big buildings that were a few hundred yards away. Yeah. So those people we never met were the inspiration for Drek. И хотя его писали с оглядкой на киношных больших шишек, можно было взять вообще любую другую категорию. Они везде одинаковые. Обычно. I am so inspired by the impact we've had on people's lives. Всегда спокойно, уверенно и с легкой фальшивой улыбкой рассказывая о том, что ты хочешь сделать. Уверяй всех, что так будет только лучше, а если у кого-то это все еще вызывает вопросы, старайся снизить их значимость до минимума. Беспроигрышный план, от которого Дрек не отклоняется никогда. И пусть сам его злобный план очевидно злобный, плохой и вообще его надо остановить во что бы то ни стало, у этого крипового коротыша есть второй слой, который и придает ему всю окраску. Чем дальше, тем больше показывается, насколько он на самом деле безумен. Это комбинация его весьма садистского чувства юмора в моменты, когда ему нужно прилично выглядеть на камеру, чтобы показать свой новый революционный продукт, который изменит жизнь во всей галактике, и его способности по щелчку пальца переходить от состояния полного спокойствия и собранности до горящей ярости, когда хоть что-то идет не так, как он планировал, и все из-за того, что лажают его собственные люди. На него смотришь одновременно и с улыбкой, и со злостью, и иногда даже немного со страхом. А то, что он еще и день рождения своей мамы всегда помнит, дает ему отдельный золотой болт как крутому злодею, потому что мама — это святое. Кстати, о золотых болтах.
Если вы будете проявлять достаточную наблюдательность, ну или просто любите взрывать всякое, то на протяжении игры вы будете натыкаться на этих ребят. Вам не особо охотно рассказывают, для чего они нужны, но рано или поздно вы узнаете сами. С их помощью вы можете покупать значительно улучшенные золотые версии оружия, которые у вас есть, хотя в таком исполнении доступны не все пушки, а только 10 из 15. И вот по ним, в сочетании с боевой системой в целом, я думаю, пора пройтись. Как и практически все в этой игре, боевая система весьма простая механически, и описать ее можно быстро. У нас есть наш верный ключ, которым мы можем швыряться во все подряд и бить всех вблизи, есть набор оружия, которое делает свои огнестрельные и не только дела, есть простой список движений, четко заданные 4 единицы здоровья, а противостоят нам враги, видов которых просто не счесть, пусть некоторые из них и являются всего лишь рискинами друг друга. И здесь у нас прям флеш-рояль, на каждый позитивный момент найдется настолько же негативный противовес. К этому можно будет добавить пару интересных фактов и в итоге получить нечто, от чего одновременно и получаешь горы удовольствия, и что вместе с этим иногда выбешивает сверх меры. Начать даже с того же арсенала. Плюсы: он обширный, разнообразный, интересный, многофункциональный. Минусы: он несбалансированный и неудобный во многих смыслах. Вообще игра дает вполне приятную прогрессию. Вы начинаете только с одним ключом и бомбочками, которыми можно во всех кидаться, но затем практически на каждой новой планете, на которой вы высаживаетесь, в магазинчике Гаджетрон у этого чувака вас будет ждать новый ствол в обмен на некое количество болтов. Есть деньги, есть пушка. Нет денег? Ну ладно, закупимся в другой раз. Часто новое железо появляется на тех планетах, на которых без него жизнь действительно была бы сложнее. К примеру, самонаводящийся гранатомет, который мы не встретим до планеты Баталия, ведь именно на ней против нас впервые выгоняют не один, не два, а сразу 4 танка. И что-то действительно взрывоопасное в этой ситуации сильно поможет. И чем дальше, тем более изощренно вы сможете разделываться со своими недоброжелателями. Или просто живностью, которая ни с того ни с сего зачем-то первая хочет причинить вам боль. Бомбы, огнемет, бластер, мины, тот же гранатомет, пушка-электрошокер, которая уничтожает, кажется, вообще все. Взрывающиеся микроботы, которые могут за вас справиться с небольшой толпой. Реактивная боксерская перчатка, визирная пушка. Здесь есть все. И практически у всего этого есть свое применение. По-настоящему опциональными остаются не так уж и много предметов. И даже те не то чтобы прям настоящее оружие, пусть игра и считает их таковым. Визирная пушка вообще один из самых интересных экземпляров. После когда-то ранее упомянутой Райна, это самая мощная приблуда в игре. Не только в плане сухого урона. Эта штука может ваншотнуть практически что угодно, кроме боссов. Хоть танк, хоть боевой истребитель, хоть еще что. Главная фишка в том, что ваншотнуть она это что угодно может буквально откуда угодно. Когда вы нажимаете на спуск, из дула вылетает ракета, которой вы можете рулить, направляя ее в цель. И здесь нет никакого ограничения по дальности или чего-то в таком роде, если не считать границы самого уровня, конечно. Вы можете запулить ее буквально через всю карту и взорвать что-то, что вам загораживают примерно 15 зданий. При этом вы можете даже немного промазать. На этот случай у вас есть кнопка ручной детонации, которая поможет обратить ваш фейл в победу. Когда эту штуку получаешь впервые, чувствуешь себя неостановимым. Особенно если еще приноровиться к управлению и не терять ракеты. Тогда вообще хорошо будет. Можно притаиться где-нибудь в уголке, начать спамить ни о чем не подозревающих врагов ракетами, пока не останется никого, а потом просто спокойно пройти. Особенно актуально в конце игры. И в ответ вам даже ничего сделать не смогут. Местный продвинутый ИИ имеет четкие границы, за которыми он вас просто не видит. Исключением являются, наверное, только эти чуваки, которые, если их стригерить, начнут вас палить даже будучи за границей дальности прорисовки. И это даже не шутка. Но самый отвал башки — это тот факт, что вокруг этих радиоуправляемых ракет пришлось выстраивать сами уровни. Раз на них можно летать вообще куда угодно, то резать углы при создании уровней категорически нельзя, потому что игрок может это увидеть. Поэтому в итоге они и получились настолько крепко сбитыми и отточенными, потому что на них просто не экономили, и все благодаря одной вот этой пушке. Но в принципе ладно. Главное, что уже в этой игре в общем и целом сформировалось ядро боевой системы, которое затем эволюционировало в каждой последующей части. На вас любят вываливать много очень разных врагов, чтобы заставить вас как можно активнее использовать свое вооружение, и желательно еще в рамках одного сражения. Переключайтесь между стволами как можно чаще, двигайтесь больше, а то сейчас и толпа мелких окружит, и какие-то чуваки издалека по вам попадут, а сверху какого-то черта еще и истребитель делает
делает жизнь сложнее. И когда это работает, а вы познаете, как с этим справляться, то это играется до безумия весело и к черту все косяки. Потому что именно в эти моменты все начинает ощущаться просто правильно. На каждого гада есть свой ствол, но и он вам может что-то ответить. Вы можете быстро двигаться, но это даже близко не значит, что в вас не попадут. Ну и, конечно, на экране просто происходит дофига всего. Настолько, что иногда бывает просто сложно понять, что здесь вообще, где и почему. Но зато это просто красиво. Думаю, мне не нужно говорить о том, как приятно бегать с огнеметом и разбираться с назойливой мелочью, например. Чаще всего это все скатывается в форменный хаос. Все происходит настолько быстро, что вам только и остается, что импровизировать на лету прямо до победного. И в этом вся фишка. Хотя фишка эта в игре не единственная. Не только ради нее в Ratchet & Clank стоит играть, и не только за нее серию полюбили. Есть вещь не менее важная. Это сами Ratchet & Clank и все те передряги, в которые они встревают. Изначально они оказываются вместе, потому что в этом есть взаимовыгода. Ratchet наконец-то получает возможность свалить из той дыры, где он живет, а Clank может отправиться спасать мир. Все как каждый из них и хочет. Но это не значит, что по пути не стоит завязать беседу хоть о чем-нибудь, дабы познакомиться. You got a name? My serial number is B54296. Oops. I'll just call you Clank for short. Но раз кое-кто не держал руки на штурвале, робота надо было слушать, Please return your appendages to the steering mechanism, sir. то оба падают на планету Навалис, на которую уже напал Дрек. Они успевают и местного мэра или кто он там спасти, за что им и новый корабль подарили, и случайно дали предполагаемые координаты того супергероя Кворка. Do you know what this means? Yeah, Captain Quark is really sold out. No, it means Captain Quark is on Metropolis. И у них еще хватает времени немного поошиваться рядом и встретить водопроводчика-вымогателя. Хотя что уж там, ему эти деньги нужнее. Geronimo! Did he just slide down a sewer pipe? А мы в этот же момент знакомимся с местной прогрессией. Чтобы продвигаться по сюжету, нам нужно находить вот эти инфоботы, которые раскрывают нам какую-нибудь полезную информацию. И получаем мы их одним из трех способов. Либо их дает другой персонаж, либо нам пару раз приходится за ними в прямом смысле бегать, либо же с нас трясут за них деньги, и чем дальше, тем больше. На первом прохождении это особенно заметно, потому что там ситуация с деньгами самая напряженная. Вот только-только вы накопили на свежий ствол, но нет, вместо этого гони 5 штук за сюжетную прогрессию. Вот этот момент я не очень понимаю в игре, где нет четких способов заработка денег помимо простого собирательства. Но в целом это никогда не является прям проблемой. Пусть даже прибавочка иногда вообще не помешала бы, денег все равно всегда хватает. Особенно в начале, когда мы с игрой только знакомимся. А нас тем временем знакомят с самими главными героями. Ratchet практически сразу демонстрирует себя как временами скептичный и весьма беззаботный остряк, которого в целом-то не особо колышет то, что происходит вокруг, пока это не начинает касаться лично его. Но в нем силен дух приключений и авантюризма, так что и от участия в этой эпопее, в которую его втянул Clank, он не торопится отказываться. Все лучше, чем сидеть одному без дела на пустынной планете. А вот сам Clank — это мозги операции. Он куда более спокойный, серьезный и рассудительный, пусть и наивности ему не занимать, будучи всего нескольких часов от роду. И есть некая ирония в том, насколько сильно он хочет спасти галактику и как он заботится о безопасности окружающих. Он задумывался как робот-охранник, и произведен он был на фабрике самого Дрека на планете Кварто. Есть что-то такое в том, когда творение видит угрозу в своем творце и старается ей противостоять. Зная название игры и базовую характеристику двух героев, в честь которых она и получила свое имя, вы теперь уже наверняка понимаете, к чему здесь все идет. Да, это формат бадди-муви, где два противоположных персонажа со временем притягиваются друг к другу, проходя через всякие испытания, которые на них бросает сценарий. В основном оно так работает и здесь, но тут есть небольшой твист. У этих двоих отношения начинают более-менее складываться с самого начала. Из-за того, что их никто не заставлял работать вместе, между ними с самого начала нет никакого напряжения, у них все круто. Да, Рэч иногда может как-нибудь ехидно пошутить и напугать Кленка, но в этом нет никакого злого умысла. Rhino for your robot. Trade you. Well, okay. Ratchet. I'm kidding. Sorry, he's not for sale. И это хорошо тем, что сразу задает тон не только этой игре, но и всей серии. Какой-то запредельной серьезности от нее ждать не стоит. Прямо рядом с безумными злодеями и их планами, которые, стоит чуть сильнее в них вдуматься, пробирают несколько больше, чем этого ожидаешь. Здесь будут в семейно приемлемой форме шутить о социальной несправедливости, все будут подкалывать всех подряд, и все вперемешку с идеальной дозой ужасных и оттого смешных шуток с намеками. Но ничего откровенно неприличного, сразу оговорюсь. Dad blast it! Look, plumber's crack. What did you just say? I said, look, the plumber's back. В целом, с общим направлением юмора в игре команда окончательно определилась благодаря самой первой записанной сцене с капитаном Кворком. Тед, тебе слово. This was, I remember seeing this
for the first time after we recorded Jim Ward, who is the voice of Captain Quark, and thinking, that's it. That's the humor for this game. Yeah. That was one of the first scenes I think that we wrote and recorded. And Jim Ward he's such a good actor, and he's just really funny naturally. But I think we were searching for the right level of snarkiness versus dry humor, and he bridged it really well. Yeah. Humor, as you know, humor is brutally hard. Has this ever happened to you? Hi, I'm Captain Quark, and believe me, there's nothing worse than staring down a Blargian Snagglebeast from the inside and knowing your equipment isn't functioning properly. That's why I come to Al's RoboShack for all my electronic needs. Al has been the exclusive repair shop for my super electro gadgets since I was knee-high to a sand mouse. If Al can't fix it, it's not broke. Right, Al? You said it, pal! So if you're fighting crime, or just fighting grime, come to Al's RoboShack in Metropolis for all your robotic repairs. Al's RoboShack, it's Quarktastic! И я соглашусь, Джим Уорд в этой роли просто великолепен. А сам Капитан Кворк примерно до середины игры остается некой загадкой. Он вроде весь такой из себя супергерой, суперзвезда, но при этом все его инициативы, продвижения, мероприятия и все прочее выглядят так, будто он сам хочет скрыться за их ширмой, будто он какая-то фальшивка, всего лишь бренд, но к этому мы придем чуть позже. А пока что держите еще один интересный факт. Изначально оба наших главных героя выглядели совсем по-другому. Рэтчет был больше похож на какое-то ящероподобное существо со стрёмным лицом, прежде чем он начал приобретать какие-то более понятные черты с примесью чего-то кошачьего, как по мне. А Клэнк мог вовсе оказаться несколькими разными роботами, а не одним, и служил бы как некий хаб для всех гаджетов, которыми бы пользовался Рэтчет. Наверное, и хорошо, что этого не произошло, но совсем в небытие эта идея не ушла. С планеты Навалис наши чуваки улетают на Керван, где Кворк снялся в рекламе магазина робототехники Элла, и хотя сюжетно здесь происходит не сильно много чего, мы получаем много интересных штук. Тот самый Эл за деньги установит Клэнку набор пропеллеров, благодаря чему мы сможем прыгать гораздо выше и дальше. Ratchet, am I cool now? Yeah, you the man, Clank. You're welcome. Мы пройдем фитнес-курс Кворка, в конце которого нам придется заплатить за прогресс, выкупить у его главного тренера свой приз, крюк-кошку, а еще мы усвоим от нее важный жизненный урок. Today the two of you disgraced my obstacle course, so I am going to make you pay! But that prize is ours from the captain. That's not fair. Too bad, life's not fair. И даже повоюем с бларгами на поезде в погоне за очередным инфоботом, заодно посмотрев, как смешно игра корректирует траекторию проджектайлов на поворотах. Инфобот же отправит нас на Юдору, где Дрек оставил одного из своих людей, от которого можно попытаться узнать, где искать нашего злодея. Затем Аридия, где ребятам придется спасти типа зашибенного ездака на ховерборде и вообще крутого чела с Скида Марк Маркса и его агента, чей корабль сбила ракета, в обмен на что Рэтчету дадут его собственный ховерборд, и он нам позже пригодится даже больше одного раза. А еще здесь мы найдем новый гаджет, проникатель, который по сути является высокотехнологичной отмычкой. Он поможет нам открывать заблокированные двери с помощью вот такой простой мини-игры. Со временем она, конечно, будет становиться сложнее, но больше за счет того, что на экране просто много элементов, и это путает визуально. Но в принципе со своей задачей она справляется, даже не сильно ломая темп игры. А чуть позже на Аридию можно будет вернуться, чтобы получить еще один гаджет, уже опциональный. Тем временем мы совершаем быструю остановку на планете Юдора, на которой Дрек устроил огромную лесопилку, чтобы набрать деревьев для своей новой планеты, и которая примечательна самым эпичным босс-файтом за всю историю видеоигр. You sure showed him. I suppose I did. Но если серьезно, то здесь мы получаем координаты исследовательской базы бларгов, на которую само собой отправляемся, и там нас ждет наш первый геймплей за Клэнка. Как я говорил раньше, это больше похоже на головоломки, но совсем уж примитивные. И какая-то часть геймплея Рэтчета все еще остается с нами. Клэнк может махать своими маленькими железными кулачками, чтобы защищаться от мелких врагов, он все еще умеет пользоваться пропеллером, и у него все еще есть 4 единицы здоровья. Но что мы делаем большую часть времени, это находим вот таких маленьких гаджеботов, освобождаем их из их стеклянных
нейронных клеток, а потом указываем им, что делать. Спектр действий небольшой. Ждать, следовать за Клэнком, атаковать и входить в двери. Само по себе это не то чтобы проблема, хотя больше разнообразия точно не помешало бы, и в следующих играх над этим поработали. Но есть одна вещь, которая делает секции за Клэнка не настолько классными, какими они могли бы быть. Это вещь ИИ гаджеботов. Они глупыши, и за ними нужно все время следить. Иногда вам на пути будут попадаться большие враги, с которыми Клэнк в одиночку не справится, и в таких случаях нужно приказать гаджеботам атаковать неприятеля. Но некоторые из них могут не выжить в схватке, каждый умирает всего после 1-2 ударов, и тогда вам придется возвращаться туда, где вы их находили, чтобы увидеть там нового робота и сказать ему «иди за мной». Эти секции сами по себе неторопливые, но необходимость иногда заниматься вот этим ломает темп еще сильнее. А это именно необходимость, потому что все боты, которых вы находите, в дальнейшем должны быть использованы. И не для того, чтобы служить вашей личной маленькой армией. Их всех нужно будет запустить в специальный замок, чтобы открыть дверь, преграждающую вам путь. И откроется она только тогда, когда в замок зайдет указанное количество ботов. Не досчитались одного, возвращайтесь в самое начало и тащите его через всю локацию. А не досчитаться бывает легко, когда этих чуваков собирается много. Тем не менее, Клэнк вместе со своими временными друзьями находит для Рэтчета еще один гаджет – водоизместитель, который пригодится в некоторых головоломках. А я говорю спасибо, что секций с Клэнком в этой игре всего 2. Они не прям плохие, они дают отдохнуть от стрельбы, которой мы так часто занимаемся, но больше я бы вряд ли вытянул, особенно зная, насколько длинной вышла вторая секция. На этой базе нам осталось нажать большую красную кнопку, конечно же она взрывает огромный боевой корабль, купить у наглого ученого ботинки, в которых можно гриндить по рельсам. How about I sell you these at cost? Sell? After we just saved your scrawny butt? All right. I'll give you the employee discount too. И узнать, что на планете Рилгар проходит состязание по ховербордингу, где главный приз выдает сам Кворк. Конечно же, это наш следующий пункт назначения. И нашей следующей примечательной активностью становятся гонки на ховербордах. Механически они несложные, но скилла они от вас могут потребовать порядком. Есть трасса, на ней практически всегда есть несколько альтернативных путей, а еще повсюду раскиданы ящики. Есть ящики с болтами, в них мы врезаемся, а есть ящики со взрывчаткой, их мы избегаем как взрывчатку, ибо они гарантированно собьют нас с доски. А еще на трассе лежат ускоряющие площадки, которые и так понятно что делают, и чем чаще мы на них наезжаем, тем лучше. А наезжать на них надо, потому что здесь достаточно читерский ИИ. Если и вы, и соперники едете без ускорения, они всегда быстрее вас, и это не обсуждается. Вообще наша цель здесь выиграть гонку, но это не значит, что после этого все заканчивается. Можно начинать ее сколько угодно раз подряд, и в целях полного завершения игры так придется сделать, возможно даже дважды. Потому что есть здесь такая вещь, называется очки умений, но это не прокачка. По сути, это очень ранняя версия достижений, которые сейчас есть вообще везде. Их здесь 30, и что меня очень радует, даже при том, что я и близко не трофи-хантер, среди них нет ни одного, которое требовало бы от вас зачистить какой-то список действий. Практически все требуют от вас умений, наблюдательности, изобретательности или чего-то в таком духе, в том числе 2 связанных с гонками. Завершить трассу на Рилгаре меньше, чем за минуту 35, это надо постараться. Заучить трассу, все оптимальные срезки, траектории и так далее, и не врезаться ни во что вообще. Но еще веселее это выполнить трюк Твисти Макмаркс. Вы же можете еще трюки на своем борде делать, чуть не забыл, да. Взлетаем, нажимаем всякие верхние кнопки на геймпаде, наклоняем стик туда, куда хотим вертеться, ну а дальше сколько поз и оборотов сделал, настолько ты и крут. Для Твисти нужно все 4 позы и 4 оборота, а про удачное приземление и говорить не стоит. Просто для понимания, я убил на эту штуку полчаса, и это было даже весело. Первые несколько минут. Потом оно начало бесить, а потом мне уже просто стало интересно, получится или нет. Получилось. Поздравьте меня, что ли. Я же старался. Что, нет? Ладно. Зато после того, как мы выиграем гонку, мы можем вернуться к агенту Скида, и он в попыхах выдаст нам первый попавшийся под руку гаджет, лишь бы уже побыстрее свалить с планеты. Этим гаджетом оказывается специальный шлем, который позволяет призывать песчаных мышей. Я не знаю, почему они именно песчаные, но тем не менее. Иногда вы будете встречать закопанные в землю железные пластины с торчащими антеннами. Вот тут и прячутся наши мыши. Если их вызвать, то они будут летать рядом с нами и помогать расправляться с врагами. Бьют они, кстати, на удивление больно, так что польза от них есть, особенно для выполнения
использования некоторых ачивок. Только обычно они хорошо спрятаны, поэтому вряд ли вы будете пользоваться ими часто. В общем, гонку мы рано или поздно выигрываем, но сам Человек-звездец появиться и вручить приз, апгрейд для борда, не соизволил, что, впрочем, не помешало ему, как и обычно, продвинуть самого себя и в 100-тысячный раз рассказать, в каком крутом сериале на его собственном канале его сегодня покажут. Но наш дуэт это не останавливает, и Кворка они все же находят. Правда, для этого приходится пробраться через канализацию, набитую злыми слизняками, и удирать от воды, которая поднимается так быстро, что эта секция многим оставила травму на всю жизнь, потому что здесь у нас еще нет кислородной маски и воздуха хватает впритык, чтобы вынырнуть на поверхность. А после этого еще и с охранником приходится разобраться. You see how it works? You grease the hinges, the door opens. Пока сам звездец спит у себя в трейлере. Не мудрено, что ему нужна помощь Рэтчета и Клэнка в борьбе с Дреком с таким-то загруженным графиком. Поэтому он приглашает их на свою секретную базу, чтобы те прошли подготовку и доказали, что могут стоять в одном ряду с его великолепием. Им приходится пройти через полосу препятствий, которая в том числе включает в себя пару секций для водоизместителя, хотя они и на Рилгаре были. И как головоломки, эти штуки тоже работают очень слабо. В одном месте воду слил, в другом налил, и иногда сюда добавляется небольшой, но назойливый бэктрекинг. Больше ломает темп, чем вносит что-то интересное, так что, пожалуй, и хорошо, что после первой части эта штука больше никогда в серии не появлялась. За исключением ремейка 2016 года, очевидно. И после прохождения испытания Кворка вскрывается страшная правда. Никакой он не супергерой, а обычный продажный негодяй, который ради денег и славы сделает все. Например, согласится стать представителем Дрека и его новой планеты. И не только представителем, но и чем-то вроде решалы. Дрек лично сказал ему разобраться с этими двумя. А наивность Клэнка завела дуэт в самый центр ловушки Кворка, и им пришлось сражаться с бларгерским чудовищем. Босс-файт, конечно, смехотворно простой из-за медлительности монстра в сочетании с огромным количеством места. А если у вас есть Райна, то его можно одолеть вообще за 1 минуту, из которой больше половины вы будете ждать, пока эта хрень дойдет туда, куда вам нужно ее заманить. Но суть не в этом. Суть в том, что это примерно середина игры, и она отмечает поворотный момент сразу и в сюжете, и в геймплее. И не совсем в хорошем смысле. Здесь все упирается в тот факт, что это первый проект такого рода для Insomniac. У ребят было мало времени и не было особого опыта и понимания, как делать вот такие игры. И это вылилось в особенности, которые как минимум показывают возраст этой игры, особенно на фоне остальных частей серии. Она просто плохо постарела. В первую очередь как раз геймплейно. Импровизация в бою, про которую я сказал ранее, подразумевает две вещи. Во-первых, регулярная смена инструментов ведения боя. Во-вторых, возможность не только отреагировать на входящую атаку, но и как-то ее предотвратить или избежать. И видно, что обе эти вещи были приняты во внимание при разработке, но до ума их не довели, и к середине у игры уже совсем не получается это скрывать. Для переключения между разными стволами Insomniac изобрела колесо быстрого выбора, практически в том же виде, в каком мы все его знаем и любим сейчас, и какое есть почти в любой игре. Оно даже настраивается. В нем есть 8 слотов для оружия и гаджетов, и на каждый из них вы можете назначить любой предмет, какой хотите. И все бы ничего, но использовать его в бою очень сложно, потому что оно не только не замедляет игру или ставит ее на паузу, как делает все последующие части, но оно еще и предотвращает ваше собственное движение. Когда на экране появляется колесо, вы останавливаетесь, даже несмотря на то, что для выбора используется правый стик, обычно отвечающий за камеру, а левый остается свободен и все еще может использоваться для движения. В зависимости от ситуации это или сильно ломает темп боя, или ограничивает вас в способах его ведения, потому что вам либо приходится выбирать новый ствол через меню паузы, или вообще отбегать подальше, открывать колесо, а потом возвращаться обратно, либо же вы можете воспользоваться функцией быстрого переключения, когда двойное нажатие кнопки треугольник, открывающий колесо, переключает вас между двумя последними выбранными пушками. Но тогда их нужно выбирать заранее, и в бою ни на что кроме них не отвлекаться. Казалось бы, такая простая вещь, пауза, а способна внести такие неудобства. Со временем все более очевидной становится ситуативность оружия. Взять те же мины, например. Их можно оставлять за собой, чтобы враги на них натыкались в погоне за вами. На словах звучит круто, но по факту это так не работает из-за того, как здесь функционирует ИИ. Враги обычно двигаются мало, их очень сложно заставить вас преследовать, а как только вы выйдете из обозначенной для них зоны, они вообще перестанут вас видеть. Так что от мин особой пользы нет. С двойниками та же история. Они полезны, когда на вас валится очень много всего, но таких ситуаций в игре немного, поэтому и двойников ставить приходится нечасто. Реактивная перчатка в принципе почти нигде не дает явного преимущества. Взрывные дроны, которые окружают вас, чтобы типа защищать, вообще бестолковые, если вы сами не лезете врагам в лицо. Так можно и дальше продолжать, но суть в том, что в итоге у вас остается лишь небольшой набор полезного
единственного оружия, которым вы будете пользоваться, пока все остальное будет собирать пыль в инвентаре. И ладно бы только это. По сравнению, опять же, почти со всеми следующими частями, здесь крайне ограниченный мувсет и управление в целом. Да, вы можете совершать одинарные или двойные прыжки, делать кувырки, приседать, использовать точный прицел, кидаться ключом, но какой толк от всего этого, когда вы не можете стрейфиться? Да, вы правильно меня услышали, в этой игре нет стрейфа. В какую сторону наклонили левый стик, в ту сторону не только идем, но и смотрим и целимся. Здесь бы очень помогла хотя бы блокировка прицела на конкретном гаде, но ее здесь тоже нет. В итоге для того, чтобы нормально указать игре, в кого вы хотите попасть, приходится бежать вперед прямо под градом всего подряд, чем вас стреляют, и корректировать прицел именно поворотом персонажа, а не камеры. По этой же причине и кувырки, ставшие в дальнейшем чуть ли не обязательным для использования в бою приемом, здесь почти бесполезны, потому что вы не можете прыгать в стороны, при этом все еще глядя вперед. Но есть же точное прицеливание. Да, оно есть. Но использовать его в открытом бою — это путь камикадзе, ибо здесь камера переключается на вид от первого лица, а вы полностью теряете возможность двигаться, только вертеть взглядом туда-сюда. Конечно, если у вас есть реакция кошки и грация далеко не картошки, а чего-то вроде, не знаю, богомола, то тогда да, тогда можно попробовать по-быстрому что-то сделать, но в остальном этим прицеливанием стоит пользоваться только издалека, когда вы точно знаете, что вам ничего в ответ не сделают, ну или если нужно взорвать что-то конкретное. И камикадзе я приобрел тоже не просто так. Оригинальная Ratchet & Clank несколько уникальна в рамках серии в том, как она обращается с хитпоинтами. Фишка в том, что у вас с самого начала есть 4 единицы нанотеха, отражающих ваш уровень здоровья, и любой полученный урон, неважно какого характера и какой кажущейся силы, отнимает у вас 1 единицу. Восполнить здоровье можно, разбивая специальные ящики с нанотехом, а курс 1 ящик 1 единица. При этом увеличить запас здоровья вы как бы можете, но как бы и нет. Рано или поздно вы доберетесь до планеты Орксон, с которой все бларги, с которыми мы и боремся, избежали. И там вы найдете специальный автомат, который за определенную плату выдаст вам премиальный нанотех, увеличивающий запас здоровья с 4 аж до целых 5 единиц. Да. Правда, сразу после появляется возможность купить уже ультра нанотех, но пока вы не накопите 30 тысяч болтов, а это очень много, особенно для первого прохождения, вы не узнаете, что он расширит запас уже до 8. Я до него смог добраться только на 2-м прохождении, и на этот апгрейд вы точно захотите поднакопить деньжат. И вся сложность здесь как раз в самой сложности. Никаких уровней сложности в этой игре нет, так что для всех все должно быть одинаково. Что меня удивляет здесь больше всего, однако, это насколько сильно она варьируется в зависимости от вашего положения в игре и насколько по-разному на ее восприятие в разных частях игры влияют одни и те же механики. Тут можно немного запутаться, так что обо всем по порядку. Технически у игры есть четко выраженная кривая сложности. Вначале она целенаправленно не заставляет вас напрягаться, давая вам привыкнуть к управлению и геймплею, но затем постепенно на вас начинают сыпаться все больше врагов, которые сами становятся сильнее, а их группы становятся все разнообразнее. Рано или поздно и сложность достигнет своего предела, и вы достигнете своего лимита. Вопрос только в том, что произойдет раньше. И я скажу, что мне, привыкшему проходить современные игры на высоких уровнях, Ratchet & Clank на первом прохождении временами так сильно давала по заднице, что это казалось просто нечестным. Особенно в случае с финальным боссом, над которым я без шуток кряхтел 2 часа. Слава тому, кто придумал сейвстейты, без них это заняло бы еще больше времени. И это даже с учетом одной хитрости, к которой игра любит прибегать. Она наблюдает за тем, насколько часто вы умираете, и в зависимости от этого может немножечко вам подыгрывать. То на пару процентов увеличит наносимый урон, то для вашего любимого оружия будет чаще подбрасывать боезапас, все в таком духе. Все ради того, чтобы удерживать вас в состоянии потока, создаваемом, когда в бою у вас все идет по плану. Но в этом потоке даже с таким мухляжом бывает сложно оставаться, как минимум из-за косяков, что я описал выше, но есть и вещи, относящиеся непосредственно к сложности. Некоторые враги, к примеру, забирают на себя просто до безобразия много боеприпасов, если не закидывать их какими-нибудь ракетами, и у вас выходит дилемма: или тратить секунд по 15 на каждого негодяя, стреляя из чего-нибудь более обычного, или использовать эффективную взрывчатку, но потом тратить очень много денег на восполнение боезапаса. Причем между магазинами еще и расстояние может быть немаленькое, и у самых крутых стволов, которыми вы и будете пользоваться в первую очередь, амуниция рискует закончиться вообще целиком, что со мной случилось в паре мест. А вот что бесит куда больше, это система чекпоинтов и то, что происходит с вами и с миром после смерти. Прикол в том, что чекпоинты здесь расставлены крайне редко и никак не обозначены.
Мне удалось выявить только, что игра сохраняет вас в самом начале пути выбранной миссии и после смерти возрождает вас там. То есть вы могли уже почти достигнуть цели, потратить на это битых минут 10, но стоило вам в конце какой-то жалкий сантиметр не допрыгнуть до платформы, и все, начинаете сначала. А это значит, что и всех врагов, если они были, вам тоже придется убивать заново. Загвоздка в том, что после смерти вы сохраняете все свои болты, но при этом боезапас до уровня сохранения на чекпоинте не восполняется. Он остается ровно тот же, что был во время смерти. Чаще всего это значит, что после каждой смерти вам придется закупаться заново, а это значит, что чем на большее время вы застряли, тем дороже это будет вам стоить, потому что ящики с болтами после смерти не респаунятся, только ящики с припасами и нанотехом. Причем я скажу, что больше всего бесит, когда умираешь не в бою, а при платформинге, особенно когда это еще и после или между битвами. При всем при том, насколько действительно хорошо и отзывчиво в этой игре работает передвижение, промазать при прыжке гораздо проще, чем кажется. Неотключаемое автоцентрирование камеры по вертикали здесь вообще не помогает, а при хождении по узким мостам или магнитным дорожкам достаточно лишь вдохнуть чуть сильнее, чем надо, чтобы сорваться вниз и узреть свою смерть, потому что никаких невидимых предохранителей при платформинге в игре нет. Хождение по верхотурам на планете Алтанис мой персональный ад. Однако, чтобы не казаться совсем негативным, скажу, что все те вещи, за которые я сейчас игру ругал, не помешали мне в итоге получить от нее удовольствие ни на первом, ни на втором, ни даже на третьем прохождении. Даже при всех этих особенностях и косяках достоинства не меркнут, и разносить всех вокруг все равно весело. Да, в эту игру нужно вкатиться и привыкнуть к ней, но когда вы привыкнете, оно того серьезно стоит. Пусть и да, все эти недостатки и выставляют ее возраст на показ. Как и самый большой сюжетный косяк, который образуется после той битвы с чудовищем Кворка. Рэтчет теперь злится на Кленка, потому что из-за него они попали в эту ловушку, и с этого момента он начинает винить его буквально во всех смертных грехах. Они по-прежнему вынуждены оставаться вместе, но вся дружба и близость, которая понемногу между ними возникала до этого, исчезает практически полностью, потому что Рэтчет у нас теперь королева драмы, и после мести Кворку его высший приоритет — дуться на Кленка. С одной стороны, понятно, почему так происходит. В этой игре Рэтчет задумывался как подросток, и ведет он себя обычно соответствующе. Даже момент, когда Кворк предложил им к себе присоединиться. В первую очередь Рэтчет думал о славе, что ему принесет геройство. Really? You mean I could be famous? Oh, absolutely. И да, подросткам свойственно иногда проявлять характер, но это вообще не значит, что такие проявления характера — это правильный ход драматургически. Когда Рэтчет уже который час подряд грозится сдать Кленка на запчасти просто за то, что тот в очередной раз посмел к нему обратиться, это не смешно и не интересно. Более того, это со временем начинает обнулять все хорошие качества, что есть у персонажа. Он перестает быть интересным, он перестает быть симпатичным, он начинает раздражать. Хотя что уж там, начиная с того момента, Рэтчет просто гад и сволочь всю дорогу. И когда такое происходит с главным героем, у вас большие проблемы. И я даже не шучу про то, насколько долго все это тянется. Как-то приходит в себя и снова начинает вести себя нормально Рэтчет уже только под самый конец, где-то за час-полтора до титров, при том, что игра проходится за 10-14, в зависимости от вашего скилла и того, насколько активно вы пылесосите локации. Игра не говорит об этом открыто, но, по-моему, даже Кленк все это дело терпит чисто из-за своей собственной ответственности. Без Рэтчета ему свою миссию не выполнить, а если ее не выполнить, то будет очень плохо, и через какое-то время такие выходки даже его начинают раздражать, а он робот, который очень хорошо умеет сдерживать эмоции. Perhaps the extra oxygen will help your brain to function properly. И каждый раз от этого становится обидно, потому что игра продолжает предлагать интересные ситуации, продолжает раскрывать какие-то детали своей вселенной и шутить обо всяком, и это все хочется принять в себя, но тут вот эта желтая дрянь с ушами опять открывает рот и все настроение портит. Вместе с тем, как геймплей начинает немного запинаться сам о себя, это делает так, что вторая половина игры превращается просто в тягомотину. Все еще веселую, но тягомотину. Причем на этой игре указывали еще тогда, в 2002, и сами Insomniac признали свой косяк, а заодно усвоили важный урок. Make the time to develop your heroes and their relationships. Like in game design, it's very easy to get laser focused on the game because the natural inclination is to say, hey, we have to make the game work before anything else. But your audience is not going to care about your heroes if they don't care about their place in the world.
В самую точку, TJ. При всем при том, насколько много интересного игра продолжает рассказывать, и о том, как Дрек скатывается в полное безумие, и какой крутой архи Кворка на следующей части она дает начало, и так далее. За всем этим становится сложно следить чисто из-за того, что Рэчет ведет себя как обиженная истеричка, что они в дальнейшем и изменили, к счастью. В следующих играх ему и характер подкорректировали, и даже актера озвучания подобрали другого, но эта история уже на следующий раз. И ко всем этим изменениям у меня есть свое отношение, к которому мы еще вернемся не раз. А пока нам остается наблюдать за всем остальным, что игра нам дает. И можно я просто выделю немного времени, чтобы оценить, насколько она крута художественно. Каждая планета, на которой мы появляемся, просто изобилует мощной атмосферой, вайбом, какой бы простенькой на сегодня не казалась графика. Дизайнеры вдохновлялись классическим sci-fi середины 20 века, и это влияние прослеживается повсюду. Хоть в рубленном серебристо-золотом метрополисе, который нет-нет да где-то покажет какой-то округлый кусок архитектуры по заветам Церни, заросшей зеленью, ведь так картинка кажется детальнее. Хоть в огромных закругленных секционных окнах, хоть в порой совершенно безумном количестве видимых заклепок и болтов. Все подчиняется единой стилистике, и при этом каждая планета выглядит полностью уникально, их невозможно спутать друг с другом. Спасибо обильному использованию цвета и всякой природы. Мы же в космосе, мы путешествуем по целой галактике и встретить можем что угодно, так? Так почему бы не побегать по планете, где высоту измеряют не от уровня моря, а от уровня лавы? Или чего уж там действительно выйти в открытый космос и пройтись по обшивке огромной исследовательской станции. А потом можно отдохнуть на курорте, только вот огнемет из рук там желательно не выпускать. И обычно я бы сказал, что все это результат огромной работы дизайнеров, но не в этом случае. Потому что у Insomniac процесс работает немного иначе, еще с тех времен. У них в студии царит то, что они называют коллаборативным дизайном. То есть любой сотрудник с любой должности может внести какое-то свое предложение, не относящееся к его области, и это все равно будет учитываться. Программист может предложить интересные сюжетные идеи, аниматор может что-то добавить к дизайну локации, а дизайнер интерфейса может озаботиться звуком. По этой причине, кстати, у игр Insomniac по сей день даже титры особенные в том плане, что вся команда перечисляется в алфавитном порядке, а не по должностям, как обычно. Это подчеркивает, что для них эти должности имеют не такое большое значение, как непосредственные идеи, которые могут нести люди, и здесь все члены команды равны. But it is a challenge. I mean, the challenge is you have a lot of moving pieces and you have a lot of people from different disciplines working together to try to craft something that's unique. And it's not just that it has to be unique, it has to be something that people haven't seen before. And if it's going to be something that people haven't seen before, you don't know what the answers are. You don't know what is going to work. And so a lot of the decisions we make every day, they could be right, they could be wrong. We really don't know until players actually get their hands on it. So it's difficult, as you said, but the way we make it work is we engage everybody at the company, not just in the game design and the game-related decisions. We ask everybody, what do you think about how we're doing things? How can we do things better? So it's a very collaborative culture, and we're constantly looking inward and asking, is this process something we can improve? Can we get better here? Can we be better leaders within the company? Can we be better mentors to our teams? Can we make decisions earlier? Those are the kind of things that everybody asks and helps answer at Insomniac. And as a result, we can evolve as we take on bigger and bigger challenges. Что, впрочем, не всегда спасает от трудностей, в том числе с дизайном уровней. И здесь свою шутку сыграла комбинация нового после Spyro подхода к разработке и амбиций. Ratchet & Clank был куда более крупным проектом, и поэтому планировать его пришлось гораздо строже, чтобы в последний момент из игры не пришлось вырезать ничего масштабного и значительного. По итогу из нее действительно вырезали от силы всего 10% от исходных идей. И при этом команда хотела, чтобы каждый новый уровень был круче предыдущего, из-за чего дизайнеры иногда делали настолько исполинские локации, что художникам не оставалось ничего, кроме как разводить руками и начинать планировать убийство дизайнеров. Не мои слова, это сам Тед Прайс так сказал. К счастью, до кровищи дело не дошло, и уровни все же были построены. Впритык по срокам, с корректировками, но построены. И под каждую планету была написана своя музыка. Я скажу лишь одну вещь. Саундтреки эпохи PlayStation 2 просто лучшие во всей серии, и это ни в коем случае не обсуждается. Если думаете иначе, вы не правы, и вы должны переосмыслить свои жизненные ориентиры. Дэвид Биржо просто бог.
как совместить электронику и живые инструменты так, чтобы создать настроение не просто каждому уровню, а разным секциям на нем, чтобы пещеры на Навалисе ощущались давящими, чтобы амебоид-апокалипсис на Рилгаре вселял чувство масштаба и срочности, чтобы исследовательская лаборатория стала насквозь пропитана духом загадочности, и чтобы при всем при этом по-прежнему подчеркивалось легкое и позитивное настроение сюжета. Этот человек знает как. Практически каждая тема выделяется чем-нибудь и врезается в память словно поезд, да так, что потом не выбить еще 100 лет. Таким в нулевые был брейкбит и ему подобные стили. И не важно, что каждый из них длится всего по паре минут, хотя в этом, наверное, одна из причин такой запоминаемости, вместе с тем, как много всего происходит в каждой композиции. Очень многие из них по 2-3 раза за эти 2 минуты успевают сменить тон, мелодию, а иногда даже и ритм. Обидно только, что для игры саундтрек был сведен в моно, и это на консоли, которая с первого дня умела выводить Dolby Digital и DTS, и сильно сжат, а альбомного релиза так и не случилось, поэтому единственный способ послушать его — это рип из самой игры, где качество вообще не в тугу. И, увы, HD переиздание для PlayStation 3 и Vita здесь не поможет, ибо никакие ассеты игры там толком не затрагивались. Да, подняли разрешение до 720p, сделали поддержку широкоформатных, а для Vita и сенсорных дисплеев, но на этом все. Все пререндеренные катсцены и музыка остались в том же качестве, что и раньше. А та же музыка, например, вообще стала хуже, потому что вместо того, чтобы просто играть на повторе с плавным переходом, в ремастере музыка после повтора начинает идти заново, а через несколько секунд сбрасывается, начинается сначала и так до бесконечности. Проще ее вообще выключить, чтобы мозги не мозолило. И это не единственный огрех данного ремастера. Появились новые баги. Некоторые элементы графики отображаются неправильно. У моделей некоторых персонажей появились дыры и прочие неприятности. Из региональных PS2 версий перекочевали не все исправления первых мастеров, и все это в довесок к чуть менее стабильной, чем на PlayStation 2 частоте кадров, особенно когда на экране совсем весело месиво. И первая часть еще легко отделалась. У Going Commando, Up Your Arsenal и особенно Deadlocked проблем в переиздании еще больше, так что если есть возможность, я бы его избегал и приобщался к классике в ее оригинальном виде для PlayStation 2. И да, я знаю, как заманчиво звучит предложение пройти эти игры на PS Vita, но тем не менее. Пора вернуться к угрюмым Ломбаксам и их железным друзьям, наверное. После предательства Кворка единственное, чего хочет Рэтчет, это найти его и отомстить, помимо желания выместить свою злость на своем живом рюкзачке. И это отправляет их на продолжительную охоту за гаджетами. Первый же инфобот, который они находят, приводит их на планету Баталия, которую атакуют бларги, и нам нужно помочь местным военным отразить нападение. Но в главный форт никто не может пробраться, и нам нужно найти магнитные ботинки, чтобы по железным дорожкам дойти туда в обход. Так что летим на загрязненный Орксон, где Клэнк находит новую обувь. Клэнк, потому что воздуха нормального здесь нет и Рэтчету нечем дышать. Возвращаемся обратно, чтобы помочь со вторжением, и получаем первый опыт использования магнитных ботинок. Палка о двух концах на самом деле. С одной стороны, это круто, и вашу точность проверяет, потому что дорожки узкие, и в принципе дезориентирует, потому что весь мир вокруг то наклонен на 90 градусов, то вообще вверх ногами висит, и мозгу с этим справляться весело. С другой, эти секции серьезно ограничивают вас в действиях. Скорость снижается раза в 2, прыгать нельзя вообще, а из оружия остается только ключ. Плюс на этих дорожках нет вообще никаких ограничителей, поэтому если вы хотя бы на долю секунды зашли за ее границу, а это очень просто сделать, когда они настолько узкие, то вы гарантированно летите вниз и в 99% случаев умираете. А я уже рассказывал, что происходит, когда вы умираете. От чекпоинтов никакой пощады ждать не стоит. Тем не менее, мы таки добираемся до форта, в конце которого нас ждет опциональная турельная секция, за завершение которой водопроводчик, эту турель починивший, не спрашивайте, даст нам относительно бесполезный металлодетектор, который достает болты из-под земли. Бесполезный, сказал жадный до денег я, который доставал эту пищалку при каждом случае. Но на самом деле не так уж и много с ней можно нафармить, а вас она замедляет неплохо так. Но не суть. Зато еще на баталии мы можем полноценно протестировать еще одну пару обуви, которой мы обзавелись раньше, и покататься по рельсам. Это весьма динамичные рельсовые секции, поняли, да? Которые по большей части проверяют вашу реакцию, заставляя перепрыгивать или ломать препятствия, вовремя менять траекторию и так далее. Очень даже неплохое времяпрепровождение, хотелось бы видеть это почаще. Чтобы исследовать Орксон дальше, нам нужна кислородная маска, за которой мы летим на курорт на планете Покитару. The benign marine life will welcome you to the big blue world under the sea. You can also use our complimentary flippers to partake in speed swimming.
Ее Дрек без внимания тоже не оставил. Сюда он решил сбрасывать токсичные отходы своей деятельности. Маску нам дадут, если мы разберемся с кораблями Дрека, но летать на истребителе мы пока не умеем, так что нам нужен специальный шлем на планете Гаспар. Но перед этим Клэнку еще нужен джетпак, чтобы открыть замок ангара с истребителем. Я говорил, что это дикая погоня за гаджетами, и я не врал. По пути на Гаспаре еще можно уничтожить десяток бларговских дредноутов ради ачивки, почему нет? Возвращаемся на Пакетару и получаем еще порцию нового геймплея. Теперь мы летаем на истребителе и сбиваем корабли плохих парней. У нас есть просто автоматическая пушка с бесконечным боезапасом, есть самонаводящиеся ракеты, которые мы выбиваем из врагов, есть кнопка ускорения, и даже летать мы можем во всех 3 плоскостях по всей карте. Это весело! И это стало еще одной фундаментальной для серии вещью. У нас должны быть битвы в воздухе. Пожалуй, единственное, что я могу пожурить в данной итерации, в этой игре эти сражения какие-то уж очень простые. Запас здоровья у вас весьма щедрый, а бьют по вам не очень больно, и в итоге проходятся они почти на автомате. Это создает диссонанс с остальной игрой, но за то, что геймплей снова разбавляется чем-то новым, все равно спасибо. С кислородной маской мы возвращаемся на Орксон, где по поверхности гуляет уже Рэтчет, гоняясь по всей планете за очередным инфоботом, который раскрывает ставшие еще более устрашающими планы нашего абсолютного верховного исполнительного председателя. However, there is a planet now occupying that orbit, and sadly, for its few insignificant inhabitants, it must be destroyed. That's why we've created this! The Planet Buster Maximus, a device capable of blowing an entire planet into subatomic particles. We're quite proud of it. Here's how it works. We attach the Planet Buster to this ship, fly it into orbit around the planet, and let it go! Kaboom! Quite ingenious, really. Что на это скажешь, Ломбакс? That's just mean. Надо же, его все же что-то колышет в этой жизни. Стоило всего-то узнать про уничтожение целой планеты вместе со всем ее населением. Поэтому Ratchet и Clank делают единственную логичную в этой ситуации вещь. Летят на планету Ховен, находят там турель и начинают стрелять прямо по вот этой гига-ракете. Не, хорошо, конечно, что она не рванула, но было бы не очень прикольно, если бы произошел бабах. И, кстати, это одна из худших турельных секций не только в серии, но и вообще из всех, что я видел. Тупо из-за того, насколько она затянутая и однообразная. И в отличие от оной на баталии, это обязательное, ее пропустить нельзя. А у Желтого тем временем все еще чешутся руки начистить морду Кворку, из-за чего у него с Клэнком возникает глупый спор. Но этот хотя бы смешной, отдам должное. We must get to the moon base and stop Drek. No, we have to get to the moon base to find Quark. If Drek is there, Quark is probably with him. But Drek is going to destroy that city. We must get to the base. That's what I said. No, that is what I said. Fine. 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 А возникает он из-за того, что наш Авипд, это я так для удобства сократил все титулы Дрека в один, круто, правда? Планирует разнести еще одну планету. Так-то ему там нужны только генераторы, но кто сказал, что кроме них ничего нельзя трогать? Все остальное можно просто расшарабошить, что он и приказывает сделать своим людям. И серьезно, этот чувак просто отличный. Не, он конечно злодей, он плохой, но мне жутко нравится, как сделана его эволюция. Не мне одному, кстати. One of my favorite characters in all of the Ratchet games was Drek. Сначала он еще хотя бы пытается держать лицо какого-то уважаемого джентльмена, и жителей планеты Навалис он даже предупреждает о своем вторжении и планах на сие небесное тело. Но чем дальше, тем больше палок в колеса ему вставляет наш дуэт, и тем сильнее это его злит. Если мы видим его не в его очередном видеообращении к кому-то, он часто в очень плохом настроении, потому что все вокруг не могут сделать то, что он от них просит. И в конце концов он просто слетает с катушек и начинает кружить вообще все налево и направо, лишь бы достигнуть своей цели. К черту жертвы, к черту ресурсы, к черту вообще все. И страшно то, насколько он может моментально продемонстрировать своим людям уверенность в том, что все это сработает. Он целиком и полностью сфокусирован на этом, ему больше совершенно ничего не нужно. С такими вводными его на самом деле хотелось бы видеть почаще в середине игры, где его было меньше, чем обычно. Но это, видимо, издержки производственного процесса. Сначала построили саму игру, а уже потом вокруг нее возводили сюжет, и, видимо, просто не все пробелы смогли заполнить. На Ховене у нас есть еще две дороги. На одной мы можем купить последний апгрейд для Клэнка — гидропак, который позволяет быстро плавать под водой, хотя после этой планеты подводных секций у нас уже практически не остается. Но зато можно вернуться на уже пройденные и найти там кое-какие штуки, которые вы проигнорировали в первый раз. А на второй дороге мы находим раританий, самый редкий минерал в галактике, и пробравшись с ним через живописную канализацию на Пакетару, мы можем обменять его на убеждатель, гаджет, который дает в магазине скидку от 25 до 50% на все товары, что весьма таки приятно, особенно на первом прохождении. You will find rare
Veritanium for me. No, I will not. Piece of junk. Тем временем Авив дает Кворку последний шанс разобраться с нашим дуэтом перед тем, как они прилетают на базу Бларгов рядом с планетой Алтанис. Для Кворка на кону не только высокооплачиваемая должность, но и репутация, чем он пожертвовать никак не может. Так что для нас это означает неплохой босс-файт в открытом космосе, а для него провал и экстренную посадку на Алтанисе, куда уже началось вторжение. Об этом наши двое узнают от очередного инфобота, который показал новостной репортаж из уже разрушенного и горящего города, и это наконец-то вернуло Рэтчету голову на место. Раз с Кворком вроде как закончили, можно и с Дреком что-то сделать. This is a lot bigger than you or me. I was really selfish focusing on Quark. It is not too late to stop Drek. Hey, yeah! We've got this new ship. Let's go get him! Now you are talking. Конечно, причина не только в этом. У любого нормального человека взыграет чувство несправедливости внутри, когда он увидит что-то подобное. Но хорошо, что Рэтча это вообще затронуло, и теперь он более-менее вернулся к своему исходному, менее угрюмому состоянию, признав правоту Кленка и подтвердив тем самым одно из главных правил серии. Кленка надо слушать. Please return your appendages to the steering mechanism, sir. Но на Алтанисе происходит кое-что непредвиденное. Это планета, на которой вечно бушует шторм, льет дождь и идут грозы. И не успели эти двое высадиться, как в Кленка попала молния, поэтому его пришлось оставить на корабле. Одну вещь про Insomniac даже тех лет мы теперь можем сказать точно. Эти ребята знают, как сделать игру, которая не наскучит на протяжении прохождения и будет постоянно ставить вас в новые ситуации даже без запредельного количества механик. Раз по этой планете Рэтчет гуляет в одиночку, то наша мобильность ограничена. У нас нет длинного прыжка, высокого прыжка, мы не можем плавно спускаться с высоты. У нас остались только разные ботинки и крюк-кошка. Понятное дело, весь уровень построен с учетом этого ограничения, но даже так отсутствие этого живого рюкзачка ощущается очень сильно. За столько часов до этого момента использование его способностей уже стало чем-то само собой разумеющимся, но теперь этого нет, и это обламывает. Атмосфера вокруг тоже давит, повсюду разрушенные горящие здания, небо полностью затянуто тучами, льет дождь, все серое, противное и страшное, и мы против всего этого выступаем в одного. Это вселяет чувство одиночества, которое ощущается всю дорогу, даже когда вам не требуется помощь Кленка. И это все при том, что в самом геймплее в этой игре никто и никогда не разговаривает. Все диалоги происходят только в катсценах, даже у врагов никакой болтовни нет. Но пусть мы здесь сами по себе, все равно на этой планете происходит много всего. Во-первых, на одной из секций игра немного пытается в какой-то там стелс. Вокруг летают огромные роботы-наблюдатели с фонарями, и если вы попадете под их свет, они поднимут тревогу и по вам откроют огонь. Затея интересная, но этих ребят не всегда тупо есть возможность обойти, а если у вас есть гранатомет, визирная пушка или даже Райна, то взрывать этих чуваков все равно веселее. Во-вторых, каким-то образом достучавшись до контуженного продавца, Well, that's about it for me. Thanks. Quit your complaining. I gave you a great deal. Jeez. мы покупаем очередной инфобот, отправляющий нас на планету Кварту, где завод Бларгов начал производить разрушительных ультрамехов, которые могут разнести почти что угодно. В-третьих, мы еще раз вспоминаем об отсутствии Кленка, когда нам приходится лазить по крышам города, где повсюду лед и дует ветер, а там, где льда нет и ветер не дует, там магнитные дорожки. К ним я свое отношение уже выражал, так что теперь вы знаете, почему это мой персональный ад. Ну и в-четвертых, мы снова встречаем Кворка. Стива МакКворка, продавца в ларьке Гаджетрон. За какой-то штукарик болтов он готов продать нам штуку, дающую доступ к магазину откуда угодно. I have for you, today only, the Gadgetron PDA. Public display of affection? No, personal delivery assistant. Что прикольно, но вещь весьма ситуативная, ибо цены на амуницию с доставкой могут быть до 10 раз выше, чем в стационарных магазинах, но не в этом суть. Главное здесь то, что вот эта сцена серьезно продвигает персонажную арку Кворка, которую он будет преодолевать следующие две игры. После того, как у него не получилось избавиться от Рэтчета и Кленка, он потерял все, что у него было, включая все бонусы, которые ему обещал Дрек. Теперь ему приходится выкручиваться, продавая паленые товары всем подряд. Явно не такими были его планы на жизнь, что он четко демонстрирует. И, будучи пусть и идиотом, но идиотом крайне упрямым, который цепляется за все возможности продвинуться вперед, он уже думает, как из этой ситуации выкручиваться. И даже в этой игре мы видим его не в последний раз. А пока что мы летим на Кварту. Там нас ждет один из последних гаджетов, до которого нужно проплыть под водой на скорость. Спасибо, Гидропак. Это усиленный магнит, который значительно увеличит радиус собираемых болтов, что является куда более интересным апгрейдом, чем это звучит по первости, потому что изначально болты к вам хоть и магнитят,
видятся, но в очень небольшом радиусе, поэтому чтобы собрать все, приходится бегать по всей локации, забегая в самые укромные уголки. Примерно как в этих секциях с Кленком, потому что к нему этот гаджет не применяется. А вот с ним о болтах уже можно не волноваться, они все сразу притянутся к вам. И, кстати, этот момент тоже подвергался изменениям в разработке. Изначально все болты надо было собирать вообще индивидуально, они в принципе не магнитились к ключу Рэтчета, как сейчас. Но, к счастью, ребята поняли, что собирать столько болтов по одному это очень скучно и сильно ломает темп игры, поэтому таким образом родился магнит. А что радует еще больше, этот новый гаджет Скварту входит в список тех, что сохраняются на последующих прохождениях, потому что да, сохраняется не все. А вообще мы сюда прилетели разобраться с ультрамехами, и нам снова дают кое-что интересное. Чтобы крушить огромных роботов, Рэтчету и Кленку приходится поменяться местами. Кленк с помощью специальной панели превращается в огромного боевого робота, а Рэтчет катается у него на спине. Это звучит весело в теории, и даже на практике прикольно по первости, но потом понимаешь, что Кленк сохранил свою медлительность, которая в его огромной форме во много раз более выражена. Настолько, что он в прямом смысле передвигается быстрее, избивая кулаками воздух, чем просто обычным шагом. Плюс атак у нас есть три вида: кулаки, ракеты и всплеск энергии, которые появляются через колдаун. Но ракеты можно спокойно исключить, потому что они наносят мало урона, а еще с ними двигаться нельзя в принципе. Поэтому мы 2 или 3 минуты просто машем кулаками, иногда используя наш ваншотящий сгусток энергии. Это надоедает быстрее, чем ожидаешь, но благо сам сегмент тоже небольшой, так что прощаю. Но на этом наша миссия здесь не закончена. Нам все еще нужно пробраться на саму фабрику, но есть проблема. Ее охраняют роботы, которые при виде нас поднимают тревогу, так что нам нужна маскировка. За ней приходится лететь в штаб Гаджетрон, на который уже напали силы Дрека с целью избавиться от нашего дуэта. И не просто силы, а его элитные бойцы. Самые сломанные враги в игре. Это те самые ребята, которые стреляют в вас из-за границы дальности прорисовки врагов и при этом попадают в вас со снайперской точностью, если вы никуда не двигаетесь. Вы их даже не видите, но они все равно в вас стреляют. Я не очень понимаю, как такое можно было проглядеть, но это в любом случае создает один из самых сложных уровней в игре. Потому что этих чуваков здесь много, прибить их сложно, плюс есть еще бларговские боевые корабли, на которые уйдет много взрывчатки, и все это вперемешку с тестовыми комнатами, где Гаджетрон проверяет то же самое оружие, что продает вам, и вам надо как-то это все победить. И если вы не любите над собой издеваться, то к этому моменту вы просто обязаны иметь ну хотя бы гранатомет, а в идеале визир, потому что без них здесь тяжко, что иронично контрастирует с визуалом, потому что это первый за ощутимое время яркий и цветастый уровень. Пробравшись через эту боевую зону, мы находим главу Гаджетрон, который обещает дать нам маскировку, если мы выиграем в гонке на ховербордах, прорекламировав этим новую модель. Правда, вместе с этим он еще и записывает Рэтчета в ряды сотрудников своей компании, что нам еще аукнется в дальнейшем, и заставляет его прорекламировать новые борды на камеру. Харизму желтый, видимо, умеет проявлять только пока его не видят. Rolling! Hi, this is Ratchet for, Gadgettron hoverboards, and if you, Yo, dudes, for the freshest boards in the galaxy, check out the new XZ88 from Gadgetron. It's so hot, it's cool. I think I got the wrong guy. А на другом пути нас ждет продолжительная и, пожалуй, самая сложная рельсовая секция в игре, где нам постоянно приходится уклоняться от несущихся навстречу поездов и бомб, которые лежат на этих же рельсах. В конце нас ждет еще один гаджет — карта Матик, который отмечает зеленым все секретные места на каждом уровне, что значительно упрощает охоту за золотыми болтами, если вам это интересно. Вернувшись на кварту с маскировкой, мы пробираемся на робофабрику, и это, наверное, один из самых абсурдных моментов во всем прохождении. Пока мы носим маскировку, мы не можем делать толком ничего. Ни прыгать, ни бегать, ни пользоваться оружием, вообще ничего. И даже ходим мы настолько медленно, что нас обгонит даже Кленк в своем маленьком виде. Я провел научные исследования и могу это документально подтвердить. Одно только это настолько ломает темп, что зевать тянет практически сразу. Единственное, что мы можем сделать в маскировке, это помахать рукой, на что роботы в ответ могут отключить силовое поле, преграждающее нам путь. При этом они вообще не обращают внимания на то, что мы раза в 2 меньше ростом и ходим как ребенок, который только вчера встал на 2 ноги. Хотя, конечно, в этом заключается сама абсурдность ситуации и продолжение шутки, которую игра начала на нашем прошлом визите на эту планету. if I can get that thing, I'll be able to get past those robot guards. Robots are not so easily fooled. Ah, what's that? What? Наша экскурсия на завод оборачивается весьма трогательной сценой, в которой Кленк встречается со своей
мамой? Во всяком случае, так он называет машину, что его создала. Что, если так подумать, вызывает не самые приятные мысли, но о происхождении Клэнка наши мозги в дальнейшем еще успеют поплавить. Пока мы тут разглагольствуем, мама Клэнка выдает очередного инфобота с очередным сообщением о Випеда, где в несвойственной ему манере его эмоции берут над ним верх прямо в публичном обращении. Ведь его планета Франкенштейн уже готова, а вот идеальной орбиты для нее нет. И как удачно, что ее можно освободить, удалив с нее никому не нужную планету Велден с помощью депланетизатора, еще одной приблуды Дрека, способной уничтожить целую планету. А Велден — это дом Рэтчета, который Дрек решил уничтожить уже чисто назло своей главной занозе в заднице. И если вы понимаете закономерности, то уже знаете, где ошибся наш абсолютно верховный исполнительный председатель. Он только что сделал конфликт личным и посягнул на то, что дорого Рэтчету, а значит, он сам навлек на себя беду. Но прямо сразу на Велден мы не летим. Сначала нужно узнать, куда именно Дрек собирается припарковать свой гигалазер, а еще ослабить его силы. Это приводит нас на его флот, где нам, словно издеваясь, дают еще одну линейную секцию с маскировкой, которая по ощущениям еще длиннее, чем предыдущая. Но, к счастью, ее хотя бы разбавляют космическим замесом, где нам нужно разрушить турели на флагманском корабле. А под конец мы находим последний инфобот, раскрывающий местонахождение Дрека и его новой игрушки. Хотя можно и не торопиться и взять другой путь. На этом же корабле Вларгов почему-то находится огромный резервуар с водой с прямым доступом и огромным количеством лазеров под поверхностью. Зачем-то. И мы можем устроить скоростной заплыв через все это хозяйство. Тоннели выведут нас к последнему гаджету в игре — кодировщику, который, по видимости, стал одной из тех вещей, что в игру добавляли уже в последний момент. Ибо используется он для того, чтобы открыть одну единственную дверь на кварту, за которой скрывается золотой болт и очень много ящиков с тысячами денег. Но при этом игра даже не говорит о том, что для этой двери вообще нужен какой-то ключ и не отмечает ее как активную. А описание гаджета подразумевает, что таких дверей задумывалось больше одной. И это не единственный предмет, что оставил следы своего позднего прибытия. Есть еще два оружия — Тесла-пушка и защитные дроны, которые появились уже под конец. Это заметно по тексту, который появляется, когда вы подбираете боеприпасы. Название оружия не выделено цветом, как обычно. У Тесла-пушки не озаглавлено второе слово, а когда в видео о разработке игры рассказывают о принципе работы этого ствола, он отличается от финального. There's the Tesla Claw, which shoots a bolt of electricity out, which actually picks characters up and throws them mid-air, and they explode. А у дронов отображается вообще другое название, которое говорит о том, что изначально они должны были не окружать Рэтчета, а ими нужно было кидаться как гранатами. А это подводит нас к еще одной вещи. То, на что я сейчас указал, это самые заметные технические косяки в игре. За 3 своих прохождения я не встретил ни одного бага, ни одной недоработки. Игра всегда работала абсолютно безупречно и предсказуемо. И это высокая похвала тому, насколько тщательно она тестировалась. Особенно после того, как я впервые прошел рифтопарт во время написания этого текста. Кстати, поздравьте меня, я наконец-то заполучил эту мифическую PlayStation 5 и за одно это прохождение умудрился 3 раза застрять в текстурах. Справедливости ради, тут и сама игра в разы комплекснее, но тем не менее. Настолько идеальная полировка оригинальной Ratchet & Clank — это заслуга регулярного тестирования. Еще до того, как игра вошла в стадию альфа, ее протестировали 4 раза и в нее сыграло 200 человек. И одной из главных задач перед каждым тестом было заставить игру работать как надо, что особенно сильно нагружало программистов. Вся студия кранчила по-страшному. Как говорил Прайс, иногда казалось, что мы вообще не выходим из кранч-режима. И этому ни разу не помогал устаревший процесс записи дисков. Insomniac продолжила писать диски тем же костыльным образом, что и во времена первой PlayStation. Но вот переход от 700 мегабайтных CD к 4 гигабайтным DVD они не очень учли. А здесь была важна еще и хитрая последовательность записи данных на диск, чтобы и экраны загрузки короткие были, и игра успевала загружать все, что нужно. Так что пришлось следовать философии «работает, не трогай» и страдать, потому что на один диск уходило больше 4 часов, и пока его не вставишь в консоль и не начнешь тестировать игру, ты не узнаешь, все ли записалось как надо. А как надо было не всегда, что было особенно заметно к концу разработки. Некоторые сотрудники тогда буквально сутками сидели в студии и не появлялись дома, просто чтобы убедиться, что все прошло нормально. К счастью, после того, как игру отправили в релиз, процесс записи полностью переработали и оптимизировали, так что проблем с этим во время
разработки второй части было куда меньше. И даже несмотря на все эти сложности, регулярность тестирования все равно очень сильно помогла отшлифовать игру до блеска, потому что если бы студия ждала до финальных стадий разработки, прежде чем начать отлавливать баги, их пришлось бы искоренять в таком количестве, что игру пришлось бы отложить на месяцы вперед, и можно было бы сказать прощай такой идеальной дате релиза, как ноябрь 2002 года. А Ratchet тем временем наконец-то снова прибывает на Велден, который буквально кишит элитными войсками бларгов. Мы сделали круг, мы вернулись туда, откуда все началось. И здесь игра бросает на вас абсолютно все, что у нее есть, заставляя вас использовать все, чему вы успели научиться за прошедшие часы, ибо иначе вы никуда не продвинетесь. Это самый сложный и ресурсозатратный уровень в игре. Здесь и из врагов только самые мясистые ребята вместе с танками и боевыми кораблями, и много платформинга, и все возможные виды головоломок и замков используются, включая даже уже давно самой игрой забытые водоизместители и замок для джетпака. В общем, это настоящее испытание на прочность. И по совместительству это практически единственный уровень в игре с полностью линейной структурой, что в общем-то логично. И Велден это просто раздолье для визирной пушки, потому что кроме этих читерских врагов здесь толком нет никого, а против читеров логично использовать их собственные методы. Но если без шуток, правда, гораздо проще всех устранить, притаившись где-нибудь в углу, а потом спокойно пройти, чем пытаться воевать в открытую, даже с гранатометом на плече, ибо скопления таких мощных врагов просто слишком большие. И на первом прохождении я изо всех сил благодарил службу доставки, потому что ракеты у меня заканчивались несколько раз, а магазина поблизости нигде не было. Даже несмотря на то, что полный запас ракет с доставкой стоит безумные 4000 болтов, самый дорогой боезапас в игре с отрывом, это все равно лучше, чем умирать раз за разом. Рано или поздно мы увидим перед собой целую армаду войск Дрека, на которую никаких ракет не хватит. Но, к счастью, рядом очень удобно есть панель, которая еще раз увеличит Кленка, и даже при всех косяках его геймплея, ваншотить по нескольку сильных противников в секунду это все равно очень приятно. И спустя несколько мгновений нас встречает сам главгад внутри своего собственного огромного костюма. Бороться с ним мы начинаем все еще большим Кленком, но очень быстро Дрек уменьшает его обратно, и противостоит он теперь уже Рэтчету, что очень правильно, ибо битва с боссом в обличии огромного Кленка была бы не только скучной, но и сюжетно была бы не такой приятной. Дрек напал на дом Рэтчета, и отразить угрозу должен он сам. И если весь предыдущий уровень не убедил вас в том, что игра может быть сложной, то эта битва точно это сделает, особенно если вы проходите игру впервые. Эта схватка выжмет из вас абсолютно весь боезапас. Под конец у вас все магазины будут пустые, и при этом вы можете вынести всего лишь 3, максимум 4 удара. Помним про жестко ограниченный нанотех. Добавляем к этому огромное количество самых разных атак и ракет по всей арене, и волновых бомб, и минного поля, и чего только не. И ваше первое сражение с этим коротышом будет абсолютно беспощадным. Я уже говорил, что из меня оно высосало 2 часа моей жизни. А после первых 3 фаз, когда битва переносится на сам депланетизатор, мы наконец-то узнаем, насколько вся ситуация на самом деле запущена. Узнаем истинное лицо и мотивацию нашего злодея из его традиционного злодейского монолога. Оказывается, что Дрек лично загрязнил Орксон, родную планету своей расы, чтобы продать своим людям новые дома и заработать много денег. А потом он сделал бы то же самое со своей новой планетой, и так до бесконечности, чтобы грести все больше и больше наличных. Идеальный план. Why, you evil little... Иначе и не скажешь. И теперь битва усложняется тем, что время от времени нам приходится останавливать таймер, который запускает Дрек, вместе с этим лавируя и уклоняясь от его атак, вариаций которых становится еще больше, и поединок становится откровенно брутальным. Но даже при том, что я не люблю внезапные скачки сложности, да и в принципе страдать часами напролет, пытаясь справиться с одним единственным гадом, именно в таком виде схватка работает лучше всего. На втором прохождении у меня был ультра нанотех, а еще я купил Райна, и о мой бог, эта штука разделалась с ним как вообще за нефиг делать. Каждый выстрел содержит несколько самонаводящихся ракет, каждая из которых отнимает колоссальное количество здоровья, и мне потребовалось всего 17 выстрелов из магазина на 50 зарядов, чтобы победить, из которых не все даже в самого Злодиуса попали. Конечно, было забавно разделаться с главгадом всего за 2 минуты, но такого удовлетворения уже не было. И на третьем прохождении тоже. Там я решил специально усложнить себе задачу и вообще не пользоваться Райна, а только обычным
оружием, но у меня уже были куплены все золотые версии обычных пушек, которые значительно мощнее, поэтому Дрека я победил пусть и не за 2 минуты, но это все равно было относительно легко. В этой сложности и заключается вся изюминка. После всех препятствий, через которые нашему дуэту пришлось пройти, финальная битва повышает ставки в несколько раз, и проходить она должна соответствующе. Противник всю дорогу демонстрировал свою мощь, и просто так он не сдастся. Этот урок серии пришлось усвоить со временем, и сложные финальные сражения стали частью обязательной программы. В конце концов, Дрек падает прямо на поворотный механизм лазера, который катапультирует его на его собственную планету, и Рэтчету с Клэнком остается только его включить, что они и делают, уничтожая и планету, и самого негодяя. Но обломки падают на Велдин, и волной одного из них обоих откидывает на самый край платформы, за которую Клэнк держится одной рукой, а Рэтчет висит, ухватившись за его ногу. Только руку маленький робот сломал, и оба летят вниз. В последний момент Клэнк вспоминает про свой джетпак, и благодаря нему они совершают относительно мягкую посадку. А затем происходит диалог, который, по видимости, очень многих людей задел. My arm appears to be badly damaged. Ah, you'll be all right. И в целом я могу понять почему. После всех случаев, когда Рэтчет показывал свой характер, таких много, такой его ответ очень легко не так понять. Будь то он действительно скотина неблагодарная, которой плевать на то, что робот, без которого ни Галактика, ни Велдин, ни он сам сейчас не были бы живы, теперь сам нуждается в помощи. Клэнк, наивная душа, сам понял это именно так, уже привыкнув, что после ловушки Кворка Рэч только и бурчал о том, как после всей этой истории он никаких дел иметь с этой жестянкой не хочет. Но все это оказалось недопониманием, потому что под своим «ты будешь в порядке» он имел в виду: чувак, пошли, сейчас я тебе руку сделаю такую, что будет лучше новой. Я это понял сразу, но я могу понять и тех, кому такое поведение не понравилось, ибо на то есть причины. Тем не менее, Клэнк без сомнений соглашается, и жили они долго и счастливо. Ну, в каком-то смысле. А после титров мы видим нашего Стива МакКворка, у которого дела, по видимости, пошли в горы, и он появился на телевидении, рекламируя свой персональный гигиенатор. Да, это примерно настолько плохо, как вы представляете. И да, у этого будут последствия. Ну а в самом конце вам предложат либо телепортироваться обратно до битвы с Дреком, либо начать новое прохождение в режиме испытания, пусть в первой игре он еще так не назывался, сохранив деньги, золотые болты, оружие, ачивки, некоторые гаджеты и так далее. Кстати, забавно, что в новую игру переходят не все настройки. Например, выключаются субтитры, в которых, что интересно, почему-то в принципе нет в пререндеренных катсценах, и сбрасываются настройки камеры, и последнее особенно важно, потому что, если вы все еще не забыли, это игра 2002 года, и схема управления с двумя стиками в полном 3D и камерой от третьего лица для того времени все еще была не до конца исследованной темой. Поэтому по умолчанию в этой игре используются те настройки, которые сегодня считаются инверсией. Стик вверх, камера вниз, стик вправо, камера влево. А то, что сегодня называется нормальным, эта игра зовет инверсией. Плюс скорость движения по умолчанию уж очень медленная. Поэтому первая вещь, которую приходится делать на каждом прохождении, это ставить игру на паузу и настраивать камеру, чтобы можно было играть по-человечески. А вот после всех настроек уже можно исследовать игру дальше, ведь вы не только зарабатываете больше, чем можете обеспечить себе и Райна за безумные 150 тысяч болтов, и золотое оружие, и все прочие апгрейды, но и открываете доступ к меню дополнительного контента. Там вы можете заценить все ачивки, посмотреть кат-сцены, включать и выключать читы, но для этого их нужно сначала активировать. А есть еще и несколько секретных пунктов, для которых и требуется дополнительное прохождение. Если вы купите все 10 золотых пушек, а значит соберете еще и все 40 золотых болтов, то откроете забавные рекламы игры, которые крутили по телевизору. That is the Morph Array, and that, of course, is Jerry. The Morph Array is used in Ratchet and Clank to turn your enemies into chickens. No, wait, before you do that, just explain to me how it's gonna work. Oh, it worked! Jerry's a chicken! Are you sure we can turn him back? Jerry? И шедевральное видео о ее создании, в котором самой игре сыплют комплименты. Showcasing an impressive arsenal of state-of-the-art and radical weapons and gadgets, Ratchet and Clank delivers the future of entertainment here and now. Ratchet and Clank is a galaxy-stomping, adrenaline-soaked masterpiece. Ну, в принципе, это логично. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Если выполнить 15 ачивок, то откроется весьма увесистый скетчбук, содержащий не только много ранних артов, но и небольшие
небольшие описания с интересными фактами к каждому из них, а за все 30 ачивок дают посмотреть эпилог. По сути, обложки журналов внутри вселенной, которые рассказывают о том, что происходило после победы над Дреком. И чтобы увидеть весь контент, что игра может предложить, требуется как раз 3 прохождения, по моим подсчетам. И честно, я скучаю по временам, когда игры делали подобное. Было весело, была интересная мотивация для повторных прохождений. А еще с повторными прохождениями у меня связано весьма забавное наблюдение о сложности игры. Про то, как обычно проходит первое прохождение, я уже говорил. Оно постепенно становится все сложнее и сложнее, пока в определенный момент игра не начинает надирать вам задницу. Но после этого каждое последующее прохождение становится проще предыдущего. Вы зарабатываете больше денег, вы собираете недостающие золотые болты, а это значит, что вы можете себе и апгрейд на нанотеха позволить, и золотые пушки начать собирать, и даже обзавестись Райна. При этом сами враги, если и становятся сильнее, этого вообще не замечаешь. Думаю, мне не нужно объяснять, что это в итоге приводит к тому, что вы просто становитесь слишком сильным. Из-за этого второе мое прохождение было, как я тогда подумал, подозрительно простым, а третье оказалось настолько легким, что если из игры вырезать всех врагов, то в ней вряд ли бы что-то изменилось. И я не думаю, что даже длительный перерыв между прохождениями в попытке забыть, как все играется, здесь сильно поможет. Тем не менее, это было все равно весело и интересно, потому что все еще была мотивация увидеть что-то новое, чего игра мне еще не показывала. И я точно знаю, что я не один такой, потому что этот режим испытания сразу же стал традицией, которую серия соблюдает по сей день, и из которой было всего несколько небольших исключений. И несмотря на то, что на протяжении всего видео, сколько бы оно ни длилось уже, я временами достаточно жестко прокатывался по игре, это все не со злости и не из-за того, что мне игра не понравилась. Иначе я бы и за весь этот проект не взялся. Ее есть за что любить. Она в основном действительно круто и весело играется, даже если сегодня к ней придется привыкать. Она очень крутая художественно, особенно музыка. Сюжет пусть и очень простой, но он цепляет хорошим юмором, классными персонажами, даже если некоторые слишком много дуются. И он дает и им, и самой вселенной огромный потенциал для раскрытия на будущее. Это ведь только самый первый шаг, не стоит забывать. Но когда я проходил эту игру, я уже смеялся над шутками. Я уже восхищался тем, насколько мощный получился злодей. Я уже был погружен в атмосферу этого мира, и мне уже было кайфово от процесса, который хорош не только своим ядром, но и тем, что он постоянно ставит вас в новые ситуации, не давая вам заскучать, и справляется с этим просто отлично. Чего еще желать? Косяки были, да, и местами серьезные, о которых я уже рассказал более чем подробно. Но достаточно ли они серьезные, чтобы перекрыть настолько мощные достоинства? По-моему, нет. Поэтому мне игра и понравилась так сильно, и я тут же отправился покорять всю остальную франшизу. А для 2002 года такой коктейль был еще более впечатляющим, так что тогда игра заставила миллионы затаить дыхание в ожидании продолжения. А для самой Insomniac Ratchet & Clank стала, пожалуй, самым важным ее проектом, пусть даже в то время эту важность нельзя было оценить в полной мере. Благодаря этой игре студия очень многому научилась, например, умению отказываться от плохих идей. Иногда то, что вы придумываете, гораздо лучше выглядит на бумаге, чем в действительности, в чем и была главная проблема девочки с палкой. Это видело большинство людей в студии, это видела Sony, но не сам Тед Прайс. Но никто не заставлял его насильно отказываться от этой идеи. Даже Sony говорила, что поддержит его, каким бы ни было его решение, но важным моментом было то, что все это подтолкнуло и его, и остальных немногих людей, горевших этой мертвой идеей, просто еще раз ее тщательно обдумать. На ее место в итоге пришло нечто куда более интересное, и это стало толчком вперед для команды и руководства. There's a lot of production advice I would have given myself, and I know you're looking for more of the pithy sort of. No, I mean, hey, whatever thing. comes to mind. That's the point. There were so many. I made so many bad decisions along the way in terms of probably letting my ego get in the way early on. I think I would have told myself to be willing to let go creatively more frequently than I did, especially in the first few games, because I felt like I had to be sort of the one to make the calls. Even though I was trying to foster a collaborative culture, if I wasn't involved, I felt like I was not doing my job. Yeah. When in reality, as somebody who attempts to lead creatives, if you can, empower people to make their own decisions and trust them to make great decisions, they're going to make great decisions. And I learned that pretty late. И эта новая идея стала тем самым успехом, на который надеется, наверное, каждый разработчик, но в глубине души сомневается, что ему такое вообще хоть когда-либо светит. Sony дала зеленый свет на производство сиквела за 5 месяцев до релиза первой части, настолько она была уверена в успехе. Когда игра вышла, она получила очень высокие оценки как от критиков, так и от игроков, и со временем достигла статуса величайших хитов PlayStation 2, удостоившись переиздания в особой коробке целых 2 раза, в 2003
2003 и 2005 годах. Она стала первой западной игрой в истории, которая вошла в бандл с консолью в Японии, и речь не только о PlayStation 2, а обо всех консолях в принципе, после того, как она стала первой же западной игрой, которая ворвалась в японский топ-100 самых продаваемых игр, и франшиза держалась в этом топе еще 4 года подряд. Ratchet & Clank стала одной из самых заметных, значимых, узнаваемых и постоянных франшиз в истории видеоигр, и 4 ноября ей исполнится ровно 20 лет. За все это время успела выйти 10 основных частей, если считать за нее квест в боте, на 4 поколениях консолей, 6 спин-оффов, включая 2 мобильных, комикс, манга, она успела появиться на большом экране в виде полнометражного мультфильма, ну и, конечно же, все это не могло не сопровождаться огромным количеством самого разного мерча. И даже сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы все это останавливалось. Но самое интересное, за все это время серия почти ни разу не ударила откровенно в грязь лицом. Были сложности, были спорные решения, было много чего, но она по-прежнему остается актуальной, даже несмотря на то, что в каком-то смысле она является пережитком давно ушедшей эры. Когда она только появилась на свет, платформерообразные игры с персонажами-маскотами были на самом пике моды. На оригинальной PlayStation были Дракончик Спайро и нечто по имени Crash Bandicoot. На PS2, помимо нашего космического дуэта, были Слай Купер и Джек и Декстер. Все это одни из самых известных франшиз в истории гейминга, которые люди по сей день тепло помнят и которые до сих пор близки сердцам многих. Но со временем этот тренд прошел, и к началу десятых каждая из этих серий постепенно ушла из поля зрения. Остались только Ratchet & Clank, которым каким-то образом удалось выжить в это по какой-то причине тяжелое для таких игр время. Как у них это получилось? Об этом в следующих сериях. Дальше будет только интереснее. Ведь впереди у нас Ratchet & Clank Going Commando, которая по сей день считается одной из лучших частей серии и которая привела ее гораздо ближе к тому виду, в каком она есть сейчас. Но не без жертв. Спасибо за просмотр.